Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о проблемах колена, потому что многие мне задают такие вопросы. Конечно, причин очень много, я буду говорить только о проблемах, связанных с мышцами и с осанками. Итак, влияют ли мышцы на проблемы с коленями? И я скажу, что да, влияют, и более того, это одна из основных причин. И давайте рассмотрим, как мышцы повлияют на положение колена. Ну, давайте я вот нарисую нормальное положение колена, да. Ну, рисую очень так утрированно, не в защите. Предположим, ну и давайте мы будем рассматривать на примере прямой мышцы бедра, как повлияет прямая мышца бедра на положение колен и на проблемы, связанные с коленом. Предположим, что прямая мышца бедра укоротилась. Что произойдет с положением колена? То есть положение колена поменяется. И давайте я зарисую это. То есть она, грубо говоря, вытащит бедренную кость вперед. Она вытащит бедренную кость вперед. То есть таким образом крестообразные связки, одна провиснет, а другая натянется. Вот вам проблема крестообразных связок. Конечно, без нагрузки никаких проблем нету, но при каком-то резком движении могут пострадать связки. И часто делают вот такой тест ортопеды выдвижного ящика, двигают колени и таким образом проверяют связки. Но таким образом можно проверять не только связки, а состояние прямой мышцы бедра. Потому что если она утягивает, то вперед колено будет легко смещаться. Точнее, не колено, а бедренная кость. Вот, но давайте мы попробуем посмотреть на эту ситуацию еще шире. То есть мы поняли, да, что у нас изменится положение колена, но там есть вот такой вот мениск. Такая прокладочка, да. Так вот эта прокладочка тоже будет менять свое положение от того, что меняется положение сустава. Естественно, мениск становится в уязвимое положение. Вот. И опять же, ну, без нагрузки проблем нету, но где-то какое-то резкое движение может таким образом повредить мениск. А причина в том, что одна мышца тянет сильнее. Но давайте мы посмотрим на эту ситуацию еще шире. Посмотрим еще шире. Вот опять я изобразил прямую мышцу. И предположим, что она укоротилась. Но у любой мышцы есть антагонист, потому что наше тело, оно так устроено, что мышцы как бы натягивают кости, как вот удерживают мачту растяжки. Вот точно так же, или парус. Соответственно, если укоротилась прямая мышца бедра, она одновременно создает наклон таза вперед. Но что происходит тогда? Тогда натягивается, удлиняется, увеличивается размер задней поверхности бедра. Задней поверхности бедра. К чему это приводит? Это приводит к общему сдавлению коленных и тазобедренных суставов. Почему? Давайте я попробую продемонстрировать это на примере резинки. Вот резинка у нас натянута не сильно, и она мне не создает сопротивления. Но чем сильнее я ее растягиваю, тем сильнее она сопротивляется, тем больше в ней возникает силы упругости. И мне уже тяжело держать, она тянет назад. Соответственно, чем больше вы растягиваете заднюю поверхность бедра, тем большую силу сопротивления она выдает. То есть вот в этой системе двух антагонистов получается общее сдавление сустава. То есть давление на сустав возрастает общее. Как на коленный, так и на тазобедренный. И вот это вот увеличенное давление, конечно же, может и защемлять мениск,
И в первую очередь увеличенное давление увеличит снашиваемость сустава. То есть стираться он будет быстрее. Ну, это банально и просто. Единственное, возможно, вы заметили такую вещь, что здесь не должно произойти никакого смещения колена. И будете правы. Почему? Потому что задняя поверхность уравновесит тягу передней поверхности, и колено не будет смещаться. А что нужно, чтобы произошло смещение колена? Нужно дополнительное укорочение икроножной мышцы. Вот тогда бедренная кость поедет вперед. Вот тогда она поедет вперед. Вот. Ну и, соответственно, будет меняться положение менисков. Также здесь возможно еще какое влияние. Давайте я нарисую тоже. У задней поверхности бедра идут две мышцы. Идут две мышцы. И вот мы уже говорили, что при наклоне таза вперед возникает растяжение задней поверхности бедра. Предположим, что у этих двух мышц разная гибкость. Допустим, бицепс бедра, вот наружный, он не растягивается. Что тогда произойдет? А тогда произойдет ротация голени наружу. И ступня, и голень вся развернется наружу. Естественно, опять меняется положение менисков, меняется положение этих связок. И все это становится травматично опасным. Вот, поэтому очень часто, например, вот мои ученики, видя ротацию, пытаются растягивать заднюю поверхность бедра, именно бицепс. Но это ошибка, надо убирать наклон таза вперед. Потому что если вы уберете натяжение прямой мышцы бедра, натяжение в задней поверхности тоже уменьшится. Ну и, соответственно, натяжение уменьшилось, ротация уйдет. Ротация уйдет. Вот приблизительно такое вот влияние оказывают мышцы, в данном случае прямая мышца бедра на колено. Но надо понимать, что вот это сдавление сустава будет не только в колене, но и в тазу. Ну и, конечно же, будет самое главное дополнительное влияние, что при наклоне таза вперед зажимаются мышцы, поясничные позвонки, откуда иннервируется то же самое колено. И, соответственно, кровоток падает. И все, и тогда мало того, что стирание увеличилось из-за давления, но восстановление ухудшилось, потому что кровь поступает хуже. Вот так вот влияет, казалось бы, одна мышца, вот так может повлиять на колени. Поэтому, растягивая, если у вас эта мышца укорочена, то вы можете как бы одним выстрелом убить несколько зайцев. Надеюсь, вот это все было просто и понятно. Всем удачи!